first. Wow, it's amazing. Yes, is it interesting? Yes, music is kind of like rock music. Yes, it's not kind of. It's a kind of. It's a rock music. His popularity is just growing more in the No, United this States. music from a movie. It's like a very very famous movie, and this music is like final. It's like end of music. This Dimash song. Так, ну что? Давайте немножко пообсуждаем, почему именно эта музыка вышла, почему именно с этой песней вышел Димаш на первые места, да? Дело в том, что в этот раз, если вы обратили внимание, следите за новостями, в этот раз очень активным был Твиттер, более 1 миллиона человек голосовало за Димаша. И вы знаете, что Инстаграм, если вы тоже следите за новостями, Инстаграм подключили к голосованию. А это очень большая часть территории другого континента, потому что я вам скажу, что в Америке Инстаграм не очень популярен. Популярен Инстаграм больше в России, да, на постсоветском пространстве. Поэтому это большая победа, то, что победа с точки зрения не только музыкальной, а с точки зрения технической. Наконец-то мы можем голосовать и из других источников. Напишите, пожалуйста, настроение ваше, как вы себя чувствуете, когда узнали, что Димаш победил, наконец-то победил, взял первый. Основателем и ведущей канала очень интересного в Ютубе, называется «Мы из Сан-Франциско». Нет, мы в Сан-Франциско. Не из, а просто мы в Сан-Франциско. Да, извините. Вот, это очень интересный канал. Я давно на вас подписана, очень давно смотрю. Спасибо. Вот, и тут, видите, как прям неожиданная такая радость, что вы вышли к нам на связь.
Ага, И вот мы решили с вами сделать вот такой телемост. здорово. А теперь представьте, пожалуйста, вашего друга, чтобы мы тоже знали. Cassie, please introduce you. Yes, yourself. my name is Kaz, and I'm a good friend of Dinara, and we're happy to meet you. So we're quite excited about the MTV award that Dimash won, so it's quite exciting. Yes. We feel that it's going to broaden his base, as it already is large, but more so in America. So, yes, it's a pleasure meeting you. Ну, Вы вы... сейчас нам немножко переведите, Жанара. Я Хорошо. немного, конечно, так Хорошо, уловила. я сейчас переведу, но дело в том, что, значит, сейчас я вот поставлю музыку. Ну ладно, музыку пока не буду ставить. В общем, Каз, он живет в Америке уже долгие-долгие годы. Они переехали сюда, когда он был совсем еще маленьким, годика 3-4 ему было. Ну, вот он сам родился в Токио, так скажем, да, но живет он в Америке уже многие годы, поэтому, значит, и владеет прекрасно английским языком, прекрасно знает, ну, понятно, что образ жизни, да, американцев и так далее. Он уже американец, вот. Он очень, да, он очень взволнован тем, что на самом деле Димаш взял первое место, победил наконец-то, и он сейчас... Да, вот мы сейчас даже хотим поднять по этому поводу бокалы. Кстати, давайте поднимем бокалы. Мы же договаривались, что будет поднимать. Да. Кто нас смотрит, кто с нами на связи, пожалуйста. Пожалуйста. Поднимаем бокалы за победу Димаша на MTV. Да, давайте. Пожалуйста, те, кто сейчас по той стороне экрана в YouTube, пожалуйста, тоже поднимите бокалы. Давайте отпразднуем эту победу, у кого сок, у кого шампанское, у кого вино. Вот слушайте. Вот. Давайте и с вами тоже. Маша, очень приятно. Спасибо. Да, вообще вот тут вот присоединяются тоже у нас в Инстаграме, вот наши подписчики присоединяются. Так. Тоже вот рисовали там уже бокалы, значит, мы тоже все вместе, да. Татьяна из Казахстана, добрый вечер, да, вот мы все празднуем победу на этой неделе, победу Димаша. Да. Привет, да. Хорошо. Вот, и, значит, давайте я представлюсь. Я, значит, являюсь организатором, основателем канала «Мы в Сан-Франциско». Я считаю, что я Дирс, потому что я, наверное, создала этот канал не просто так, а я создала его, потому что от большой любви к творчеству Димаша, к Димашу самому, потому что Димаш — это не просто певец, это большая личность, сейчас мы об этом поговорим. Вот, и на этом основании мы хотим создали фан-клуб в Сан-Франциско. И те, кто хочет приехать в Сан-Франциско, мы всегда говорим welcome. У нас всегда мы говорим, пожалуйста, приезжайте, будем общаться, будем разговаривать. Приезжайте по туристической визе, приезжайте по студенческой, по любой визе к нам. И мы будем всегда общаться с вами, готовы к общению, готовы делить радость за нашего Димаша. Вот. Ага. Как у вас там, как ваш фан-клуб? Он сейчас с вами на связи? Да, вот наши девочки тоже присоединяются. Вот я уже вижу, тут несколько человек уже присоединились из нашего фан-клуба. Но я сегодня тоже должна была быть с сестрой, тоже наша Тирс из нашего фан-клуба, но она, к сожалению, немного себя плохо чувствует сегодня, и поэтому вот я сегодня одна буду с вами общаться, но, может быть, они и подключатся еще, потому что тут у меня уже есть запросы на подключение к нашему эфиру. Отлично. Поэтому, может быть, мы по ходу разговора будем подключать, да? Да, желающих. я думаю, что да, это правильно, потому что на самом деле, я вот только что сказала, фан-клуб Димаша, мировой фан-клуб Димаша растет. Да. Фандом это уже называется, фандом Дирс. Фандом Дирс, да, называется. Правильно, что вы меня поправили. Дело в том, что сейчас уже расширяется не просто количество
Димаша, фан-клубов Димаша, но и страны присоединяются. Все больше и больше тех стран на карте мира. Поэтому фандом расширяется, и не зря в Твиттере сегодня, вы, наверное, слышали информацию, более 1 миллиона человек, да, уже участвовало в голосовании, но это только по статистике Твиттера. Я уже не говорю, это у них статистика такая, вы знаете, статистика такое дело, где-то оно там, как говорится, где-то найдет, ну, эту информацию, оно, как сказать, где-то она будет засвечена, где-то нет, но в основном, и еще самое главное, Инстаграм в этот раз, Инстаграм стал работать, Да. Да. Вы голосовали в этот раз в Инстаграме, голосовали в Google, вот, то есть на всех площадках пытались по максимуму пытались голосовать, и поэтому вот. А вы знаете, наверное, сразу такой. Да, вы знаете, наверное, что Инстаграм в Америке не очень-то популярен, в основном это Google, поэтому, наверное, и было удивительным то, что Димаш... Не так популярен, вот у нас в России, например, не так популярен, конечно, нежели вот Инстаграм, там, Фейсбук и так далее. Вот, поэтому в этот раз... Совем присоединившимся. Да. Давайте мы тоже начнем читать наши комментарии, потому что у нас здесь есть, значит, присутствуют с нами вместе друзья из Украины, да, Вера Вайчук, здравствуйте, приветствуем вас, Димаш с Украины, сердцем с Димашем, пишет, всем сердцем с Димашем, спасибо большое. Марина Антощенко пишет, мне очень приятно, что Димаш победил на MTV. Здравствуйте, Марина. Так, хорошо. И еще Белла Червакова, скоро от Димаша песни будем слушать. Ага. Наш Димашик самый лучший, пишет Валентина Мавлюдова. Зауригуль Умарова пишет, поздравляю от всей души. Спасибо, Зауригуль. Вы, наверное, из Казахстана, да, Зауригуль? Да, вот, Жанара, смотрите, тогда вот, давайте периодически будем читать, что пишут там наши подписчики, да? Но это же я предлагаю как бы нам, поговорить вообще как бы о Димаше с вами, поговорить о его феномене, о его влиянии на людей. И почему так происходит, почему все люди, не все, конечно, люди, но многие люди нашли в нем какой-то вот живительный источник, почему он так пленил нас всех. Вот эти вопросы, может быть, просто мы с вами начнем говорить, и наши подписчики, я думаю, присоединятся, будут по поводу этого тоже свои писать комментарии, я думаю. А ничего, что мы находимся в такой вот, потому что, чтобы не держать меня в руках, я поставила на трайпад. Ничего, что вы в такой... Нет, желательно, чтобы у вас было нормально видно. Да? Потому что мне немножко тяжело держать руками. Нет, давайте тогда, ладно. Нет, а вы в таком вот не можете горизонтально, то есть вот так поставить не можете, прислонить куда-нибудь? А сейчас мы попробуем. Вот как-то так. Да, вот что-то так. Да. Ну, давайте пока начнем наш разговор, потому что время идет. На самом деле, сегодняшней темой нашего разговора является не только победа Димаша на MTV, но еще и разговор о том, что Димаш — это социальный феномен, это что-то новое для всего общества в целом, в мировом пространстве. Димаш представляет новое явление. Вы согласны с этим? Абсолютно. Вот вы знаете, я хочу сказать, что я вообще-то уже, как бы женщина пожившая, да, как бы с опытом и жизненным, и профессиональным опытом. И я вот, у меня, конечно, были вот какие-то свои симпатии, антипатии, какие-то любимые артисты, любимые исполнители. Я их с удовольствием слушала, но как-то не более того. Вот послушаешь, как-то приятно и все. Но впервые я в своей жизни столкнулась с тем, что я просто загорелась. Я просто куда-то улетаю вот с этим голосом, да. И
И вдруг вот я стала, и вдруг я стала ездить на концерты какого-то, ну, такого-то, господи, прости меня, стала ездить на концерты певца, что я никогда в жизни не делала. Если к нам приезжал кто-то, я, конечно, могла ходить здесь, посмотреть и все. Но чтобы ехать в другой город, чтобы ехать в другую страну, ради того, чтобы там 2,5-3 часа послушать вот этот вот волшебный голос, со мной такого никогда не было. И просто вот хочу сказать, что я человек тоже творческий, я всю жизнь работаю на сцене, знаю изнутри, что это такое вот этот вот труд, что такое отдавать себя на сцене, что это значит, чего это стоит для человека, выходящего на сцену. И еще более того, плюс вот к его феноменальному и голосу, и технике, и мастерству, ошеломляет и восхищает Димаша вот эта одухотворенность, его одухотворенное исполнение каждого произведения. И просто вот хочу сказать, что он, конечно, ну, по-моему, вот, на мой взгляд, как бы, ну, выходя каждый раз на сцену, просто совершает подвиг, я думаю, вот просто подвиг. Потому почему что он подвиг? Обнажается, потому что, знаете, вот, потому что он настолько доверяет своей публике, он настолько обнажается, а это ведь не все так могут, это нужно иметь очень большое доверие к своим зрителям, чтобы раскрыть всю душу. А у него ведь в каждой песне он же раскрывается полностью, он выкладывается полностью. И вообще вот каждая его песня, каждое его произведение – это мини-спектакль, который имеет свое начало, разработку, кульминацию и имеет завершение. И вот в этом плане Димаш выступает не только как вот исполнитель, певец, да, а он еще выступает как режиссер своей песни, он вот эту концепцию песни, он сам все это делает, он много раз в своих интервью об этом рассказывал. И вот это вот, конечно, тоже феноменально, потому что он такой молодой человек, и вот так глубоко чувствовать, иметь такие глубинные какие-то чувства, и уметь это передать публике, потому что зажечь публику – это очень сложно. Это нужно настолько отдать себя всего, чтобы публика пошла за тобой, чтобы она вот просто ловила каждое твое дыхание и улетала вместе с тобой и в космос, и в другие там дали, как говорится. Спасибо большое. Но мы сейчас вот видим… Я хочу вот как вот по этому поводу, чтобы вот что вы думаете вот тоже по этому поводу, как вы воспринимаете? Вот, во-первых, давайте я немножечко переведу. У меня английский не такой хороший, я переведу как смогу. Димаш, Elmira, you know, this lady Elmira addressed to, and Elmira say about Dimash, if go to stage, open inside, like sing, like very impressive like this. His emotion comes out. Emotional comes out. Yes, very. I think that's the ultimate when you can feel the emotions from the singing, is what touches everybody. То есть он касается буквально всех нас, каждой части нашего тела, нашей головы, нашего разума. На самом деле он очень эмоционально, он говорит, что он очень эмоционально выступает. And you see people who listen to Dimash and they're so moved that they start to cry. So it's just amazing. Люди готовы плакать, говорит он, когда Димаш исполняет свои песни, свою музыку. Да. Потому что, знаете, потому что он своим голосом попадает, ну прямо в сердце попадает. Вот мы на самом деле, мы его не только ушами слышим и слушаем, мы его слушаем сердцем и душой. И наша душа откликается вот на все это, и поэтому вот она и улетает, и падает, и рыдает, и смеется вместе с ним, и так далее. Вот знаете, я впервые поехала на концерт Димаша
в Астану. Ну, что там? Вот я все время А никак мы не в могу Астану, это мы по старинке так и называем. Астана, Астана. Многие да. Вот казахстанцы это был называют. 19-й год, это Да, был да. 19-й Так что год, ничего был страшного. концерт «Арнав», да, и вот мы попали туда, там 40-тысячный огромный зал, вот эта вот арена, Мгм. и был мощный, и тем более мы впервые попали на живой его концерт, ну, я была просто раздавлена, я была ошарашена, я была просто, вот знаете, изнутри, ну, разрушена, ну, в хорошем смысле слова. Мгм. И я долго не могла в себя прийти. Вот мы потом оттуда даже уже, когда уехали, мы приехали домой, и я все равно, я вот это все переживала внутри. Мгм. Я что хочу сказать, вот я тогда впервые увидела, как почти 40 тысяч человек, они, понимаете, вот они в какой-то нирване были, они вот, это была такая атмосфера, вот такой любви всеобщей, вы знаете, вот это даже, вот сейчас даже говорю, у меня мурашки, вот это всеобщая атмосфера любви, когда каждый человек в этом зале огромном любит друг друга. Мгм. А почему любит? Потому что Димаш посылает вот эти импульсы, он посылает импульсы добра, любви, очищения какого-то, и вот это вот через его музыку, через его этот, ну, божественный на самом деле голос, мы все очищаемся просто. Вот. Согласна, да. Да, вот это, и я думаю, что вот в этом, наверное, феномен основной, почему именно люди к нему потянулись в разных уголках мира, создаются на самом деле фан-клубы, такое мощное движение началось во всем мире, да, просто вот слава Господи, слава Аллаху, как говорится, да, что мы смогли это все увидеть, мы можем это все слышать, и что он, ну, еще долго-долго будет нам дарить, я хочу сказать, вот свое искусство. Ой, прям, я говорю, у меня прям мурашки. Эльмира, знаете что, давайте немножечко будем в связи с нашими, значит, на данный момент зрителями. Не все подписчики, это сейчас есть зрители, которые просто вот как бы присоединились и слушают нас. Давайте сейчас вы зачитаете ваши комментарии, потом наши комментарии. Будем все время на связи с ними. А потом я скажу свое слово. Ну вот здесь вот у меня пока только присоединяются, пока у меня таких особых комментариев нету, просто все пишут «Здравствуйте», «Салем», «Приветствуют», пока так вот. Так, а у нас уже начались комментарии. Так, Америка пишет. Мария. Yes. We have is it Teresa? Teresa. Teresa. We all love Dimash. Greetings from Mexico. Oh, Mexico. Hello. Hi, hello. Let's keep voting during this week so Dimash can keep the first place in MTV USA. Good idea. So, yes. Interesting. And from did I pronounce it Darkla? Congrats for the victory. You are a valuable gift to us. All your victories are deserved. For your hard work and determination, God's with you. So. Yes. Hi, Teresa. Hi. Hi, Teresa. Teresa, yes, of course, yes. Знаете, я хотела тоже свое слово добавить. Дело в том, что не зря публика, китайская публика впервые восприняла голос Димаша как необыкновенный голос, потому что в голосе Димаша очень много лечебных свойств. Они-то знают это очень хорошо, потому что этот голос способствует тому, что мы оздоравливаемся, потому что, оказывается, не только физическое здоровье, не только мы должны его поддерживать, но мы находиться должны постоянно, чтобы нас окружала приятная музыка, красивые, вот такие вот, какая-то тональность красивая. Вот именно вот эта необыкновенность, наверное, и притягивает нас к Димашу, это во-первых. Во-вторых, я хотела бы сказать, что Димаш на сцену вышел не просто так, вот сразу одномоментно. У Димаша была история, ведь она началась с родителей. Ведь, если вы помните, то мама говорила, что он еще совсем маленьким, буквально 4-летним малышом выбегал на сцену и говорил
кланялся, как будто он уже артист. Он представлял себя большим артистом и кланялся, делал поклон публике своей. Почему? Потому что он еще с детства готовился быть большим артистом, потому что он понимал, что зрителю нужно то, что, наверное, вот он, наверное, чувствовал, что он несет в себе вот этот какой-то необыкновенный посыл к миру, да, потому что на самом деле, да, он это чувствовал, как маленький ребенок, и он в себе это просто развивал, и развил, он же говорит, что он занимался плаванием 4 года, а плавание, вы знаете сами, да, что развивает хорошо легкие, что он занимался спортом, он занимался тэквондо 2 года. Помимо этого мы говорим о его росте, высоком росте. Он, оказывается, неделю... То есть у него все было сконцентрировано и направлено на вот, совершенствование своего дара. Да, совершенствование своего дара, своей уникальности. И, ну, говорят, что талант это мало. Мало иметь таланта, надо его развивать, надо его... Да, абсолютно согласна с вами. Да, поэтому... Ну, все же говорят, вот великие люди, там, творческие, что 1% талант, 99% это труд. Это труд, Ну, да. у Димаша, у него не только талант, у него, конечно, дар Божий, который был ему спослан действительно при рождении, как, наверное, это и генетически, конечно, у него это все. Но дело в том, Ну, что, знаете, поэтому, Мира, да. Когда-то, вы знаете, Эрика Курмангалиева, у него ведь тоже Ну, был конечно, такой же дар. Да. Но вот если сравнивать его время Феноменальный голос тоже был, и да. время сейчас, да, в чем разница? Тот же голос, те же, ну, я имею в виду высокая тональность, я имею в виду это уникальность голоса. Но почему Эрика Курмангалиева не приняли в свое время, когда вот он жил? И почему вот сейчас Димаш именно работает над тем, что развивает, продвигает свое творчество, свой талант в мир. Он идет не одним каким-то шагом, он делает это постепенно, шаг за шагом, идет к своей цели, к тому, чтобы о его творчестве, о его голосе, уникальном голосе знал весь мир. Вот. Как вы Ну, думаете? знаете, да, вот, кстати, вот вы меня навели сейчас на мысль. Вот есть такое понятие, как бы карьера и слава, да? Карьера есть и есть слава. Так. Вот, да, мне кажется, вот сейчас Димаш, да, он выстраивает свою карьеру в правильном направлении. Действительно, он хочет развиваться сейчас. Вот, кстати, он говорил в своем интервью, что он и в Америку хочет поехать, как центр мировой популярной музыки. И, значит, он хочет там развиваться уже на этой площадке американской. А вот это как бы карьера, она постепенно, шаг за шагом целенаправленно. Но вот по поводу славы, понимаете, я думаю, что это такая вещь, которая сама распространяется. Вот понимаете, да? То есть ему вот сейчас пока карьера и слава у Димаша, они пока, ну, по своей силе, по своему объему, они уже несопоставимы. Потому что карьера Димаша, как бы вот она еще не начиналась даже еще в Китае, да, ну, первые шажочки, да, в Китае. Но когда он спел вот в этом I'm Singer, его слава распространилась мгновенно. Сначала вот эта часть континент, ну, земного шара, так скажем. Потом по всему миру, да. И это произошло практически одномоментно и очень быстро. То есть, вот понимаете, да? То есть это такая вещь, вот я даже где-то читала, что карьера, она заканчивается как бы, ну просто карьера, она заканчивается, когда человек, ну, заканчивает свою какую-то деятельность, например, да, там, творческую, трудовую и так далее. А слава – это вещь, которая на века. Да, и вот я думаю, что у Димаша вот слава, она уже сейчас по всему миру. И это уже на века. Я думаю, я как бы уверена, да. Вот, и поэтому, конечно, он будет развиваться. Вот, кстати, еще, да, у нас наши девочки из нашего фан-клуба,
задавали такие вот вопросы как раз по поводу карьеры и по поводу того, что он в Америку вот сейчас хочет поехать. Когда это случится, мы пока не знаем, потому что, видите, у нас пока еще в мире, да, он большой трудоголик. Вот тут пишут, если не пандемия, у Димаша было бы уже еще больше дирс. Он большой трудоголик. Да, абсолютно верно. Вы знаете, абсолютно верно. Но дирс, как бы с каждым днем все больше и больше появляется. Вот по поводу Жанара я хотела спросить, значит, вот такой вопрос. Как вот вы считаете, в Америке вот какие шансы как бы у Димаша? Он же все-таки вот стиль у него такой неоклассика, да, кроссовер. Вообще, как как этот кроссовер, популярен ли он в Америке, слушают ли его, и есть ли шанс вот у Димаша действительно подняться на большие высоты именно в этом жанре? Или же ему надо как-то менять кардинально уже свой стиль? Вот. А давайте спросим самого американца. Знает ли он Димаша? Да, поэтому я его пригласила, чтобы он немножко рассказал о своем мнении. Знает ли он Димаша и что нужно сделать для того, чтобы, ну, так скажем, быть популярным в Америке наконец-то? Димаш very popular in America. He's becoming more popular. He won the MTV USA, so we have some comments here. We wanted to acknowledge. Eileen asked. Teresa asked if we're from San Francisco, and yes, we are from San Francisco. And we want to welcome Eileen from the Philippines. She said that it's 12 midnight in the Philippines. So we want to acknowledge you. Hi, Eileen. And also she commented, what I do for Dimash, aside from voting at Friday's live stream, is have a goal of 1 million views of all his songs on his YT channel. So right now the songs Golden MV and I Miss You are close to 1 million, she states. Yes. So. Вот смотрите, он частично отвечает еще и комментариями американцев. Видите, он как хитро делает. Он говорит свое мнение и еще подключает комментарии. Он говорит о том, что Димаш сейчас только начинает популярность свою, да, развивать, только-только. И вот этому всему способствует, конечно, MTV, потому что MTV здесь очень популярный канал, вот этот MTV. И вот это правильная стратегия Димаша. Сначала выйти через MTV, распространить свое искусство, свой талант, вот видите, как он делает. И потом уже, когда будет знать народ, простой народ его, они же смотрят MTV, тогда, наверное, и будет развиваться его популярность. What need making for become more popular? Becoming popular. It's just exposures like MTV and getting the public or Americans to know who Dimash is. Once they hear him, they're going to fall in love with him and just his unique voice and his high pitch. Everybody will be amazed. And it's just a matter of programs, contests like MTV, and the presidential inaugural has made more exposure to the United States Americans to Dimash. So it's only going to grow. So. Но он говорит, что надо распространять, конечно, свое творчество как через вот такие каналы, как MTV, через публичные такие каналы, ну, чтобы люди знали о Димаше больше, потому что его необычайный голос, он, конечно, никого не может оставить равнодушным. Вот таким образом. Ну вот как вы считаете, вот и нас тоже как он считает, вообще вот как бы у Димаша на самом деле, вот нас просто многие дирс, когда мы услышали эту новость, многие дирс стали переживать, вот он сейчас туда уедет, мы его не увидим, или там он поменяет свой стиль, вдруг он начнет там... Нет, Димаш не такой человек. Подстраиваться как-то вот под эту культуру, или вот так вот. В общем, очень много было таких вот, ну, переживаний, так скажу, да. Вот. Ну, я вот лично сама считаю, что я давно
как бы, Мгм. ну, хотела сама тоже, чтобы он именно туда поехал действительно, потому что, Мгм. ну, тут никому на самом деле не секрет, и Димаш сам сказал, что все равно американская площадка именно та площадка, где надо, откуда вот рождаются все вот эти вот мировые звезды, которые именно свою карьеру выстраивают так, что становятся известны на весь мир. Это уже общеизвестно, поэтому просто вот меня немножечко как бы вот интересует этот вопрос, я поэтому вас спросила. Мгм. Ну, я Как думаю, Сандра кроссовер. ага. И вот стоит ли, вот, может быть, что-то поменять ему? Вот как вы считаете? Конечно, мы здесь просто рассуждаем. Да, мы просто Естественно, рассуждаем, для этого Димаш мы и по собрались телевидению, здесь. ну, мы просто Но рассуждаем, это не да. просто телемост, это как круглый стол, да, сейчас. Мы рассуждаем, обсуждаем. Никому не запрещено говорить. Вот иногда мои подписчики просто вот в какой-то запретной форме мне пишут. Вот вы не имели права говорить о Димаше то-то, критиковать, допустим, ту одежду, в которой он выходил на новогодние праздники. Я говорю, почему? Во-первых, почему мы не можем сказать свое слово? Мы Дирс, мы же болеем за него, мы переживаем за него. Но я со своего канала свою точку зрения выразила. Другой может выразить Понятно. свою точку зрения. Почему нет? Но я думаю, что Димаш не такой человек. Он человек, знаете, если вы помните, он выступал на конкурсах «Славянский базар», когда ему не давали возможность выступить с казахской песней «Дайди Дау». Помните? Это Да, он рассказывал, да, да. я думаю, Я что это и вспомнила. здесь, я думаю, что и здесь, в Америке, он не подвергнется никаким направлениям, он будет идти точно в цель, со своей программой, со своей какой-то стратегией, да, со своими жизненными принципами, потому что его музыка — это не только он сам, это его жизненные принципы, потому что Да, это правда. это его жизненные принципы, это его жизнь, это его цель дойти до определенного. Он сказал, что до Грэмми хочет дойти. До Грэмми он дойдет, я уверена, очень скоро это произойдет. Вот. Мы даже не сомневаемся. Поэтому я думаю, что Димаш ничего менять не будет ни по стилю, ни по своему репертуару. Он будет немножко менять что-то, может быть, под американский стиль, потому что каждая среда просит, Да, вот я не скажу вот слово вы правильно. требует, а каждая среда просит как бы немножко видоизменить что-то. А так он, мне кажется, он будет очень строго идти по своей линии, по своему репертуару, по своему творчеству, по своим жизненным принципам. Ну, вот такой Да, мой ответ. конечно, да. Мгм. И вот вы, наверное, видите, да, там за моей спиной Да, наш я хотела баннер. отметить. Там Ага. написано Башкортостан, Димаш, Башкортостан, Да, это наш фан-клуб. видим, да. И Ну, там мгм. фотография Димаш с вот с этим орлом. Очень Да. вот, это как бы эмблема нашего фан-клуба. Там вот кони, скачущие по степи, горы, юрты. И я что хочу сказать, вот именно это тот баннер, с которым мы поднимались на вершину нашей горы Еремель. Это одна из самых высоких точек Южного Урала. И находится в Башкортостане у нас, да. И вот эта гора, она всегда считалась, ну, в нашем народе, она считалась священной горой, такое сакральное место. Да. И когда на этой горе, на самой вершине, загадываешь желание, то это желание обязательно сбудется. И вот мы с этим баннером туда поднялись и загадали желание, что Димаш получит Грэмми. Да. Так что... Да, на самом деле, я знаю. Это все сбудется, я в это очень сильно верю. Да. Вот. И мы там кричали там «Димаш Алга», «Димаш Самга». Вот. И все, и после этого он вдруг на MTV появился. Ага. Ну вот видите как. Мы это связываем, да. Поэтому, конечно, Грэмми не получит. Там Димаш не просто хочет получить Грэмми, он мечтает получить Грэмми за песню на казахском языке. Правильно, вот наши девочки пишут. За песню на казахском языке. И он это получит, и я уверена, что именно на казахском языке. Потому что он свой первый клип на MTV ведь тоже на казахском языке. Прекрасный клип, Кайран Илем. Да. Вы знаете, я думаю, что, наверное, вот с этим клипом, наверное, Димаш и должен был победить.
Дело в том, что вот этот клип, его содержание соответствует на самом деле тем проблемам, которые существуют, да, в нашем обществе. Он как бы кричит, это как бы земля кричит: спасите, спасите меня. Да, На самом деле, да, но вы же знаете, люди воспринимают прежде всего через то, что, особенно американские люди, они вот воспринимают человека через, вот как MTV, если представила человека, ага, значит, да, этот человек достоин того, да, это интересно. Вот песня «Сквозь», забыла, как эта песня, вот, с которой он выиграл, «Сквозь», через, в общем, вы знаете, поняли, да? Endless, True Endless Dimensions. True Endless Dimensions. Эта песня, вы знаете, она же не просто так представлена, она же, я вот сейчас, вы если смотрели видео, которое я выставила, это же такой вот режиссер, есть итальянский режиссер молодой, да? Ага. Он представил эту песню в финале. Всю историю знают уже, Да, но это я к тому говорю, что у нас есть люди, которые не знают. У нас же помимо Дирс, у нас есть просто, значит, те люди, которые являются зрителями, да. Вот, например, сейчас нас просматривает 80 человек. Это не только Дирс, это не только Дирс. Вот. И поэтому как бы восприятие людей идет через эту песню в первую очередь. Вот. Поэтому и понятно, почему эта песня выиграла в недельном голосовании. Я думаю, что когда люди поймут, Кайран Елим, да, о чем эта песня, о содержании песни, тогда, безусловно, эту песню надо тоже популяризировать в американском обществе. Ее надо демонстрировать, чтобы она везде исполнялась. Поэтому вот только тогда пойдет осознание, понимание того, что эта песня очень интересная своим содержанием. Она тоже очень такая проникновенная. Она очень проникновенная песня. Если вы узнаете содержание, вы, наверное, знаете содержание этой песни. Вы поймете, о чем она. Вот здесь есть... Она вообще как крик души Димаса. Да. Причем она же отсылает нас в вековую историю народа. И очень все это так емко, очень глубоко это все. И, конечно, вот знаете, вот в таком возрасте тоже, да, у него такая гражданская позиция, четкая такая, настолько он патриот, настолько, ну, просто он горит, он каждая вот фибра его души просто плачет и кричит о своем народе, о земле своей родной. Конечно, очень проникновенный, просто и вот то, что когда он там визуально, вот он же там горит, картинка такая, он стоит на рояле и горит весь. Ну, это было так жутко вообще сначала смотреть. Ну, это метафора, что горит земля, горит душа за родную землю, за свой народ. Вот видите, мы допиваем. Я думаю, да, что вот в этом плане вот Димаш, он уже такое свое, ну, веское слово сказал, и говорит, и сказал, не только этим клипом, а вообще всем своим творчеством, отношением вот, к людям, к своей земле. И вот мне кажется, что, даже не кажется, я уже уверена, что сейчас даже он уже превращается, знаете, в такую личность, ну, такой вот непререкаемый, ну, авторитет как бы своего народа, да, авторитет. Да, вы знаете... Есть такие вот такие личности, которые вот, ну, с которым смотришь уже с таким пиететом и уважением. Вы знаете, кажется, я хочу сказать, что, наверное, вот Димаш, если вы смотрели «Операция», или как она называется, фильм, вот я вам предлагала посмотреть неделю тому назад, «Операция Дайди Даун». «Операция Дайди Даун» называется. Операция или как-то, ну, что-то в этом духе, когда его... Миссия. Я говорю операция, потому что на самом деле это как операция своего рода была, это миссия такая. Если вы помните, в этом фильме показывали, что даже ректор университета, ну понятно, что ректор университета, она сама по себе прославленный человек, она скрипачка мировой известности,
Однако Да. она потрудилась над тем, чтобы найти команду, чтобы одеть его соответственно. За 2 ночи буквально команда, значит, пошила ему одежду, чтобы представить Казахстан в достойном виде, в национальных костюмах, с вышивками казахскими, так скажем, да, с вышивками. И я думаю, что это интересно тем, что как они говорят, да, как они поддерживают Димаша. Это говорит о том, что его на государственном уровне очень сильно поддерживают сейчас. Наконец-то стали ну это придавать прекрасно, значение это прекрасно. этому. Потому что, если вы помните, Димаш первые шаги делал отнюдь не тем, что государство его поддерживало. Он делал сам самостоятельные шаги. Я думаю, что в китайский конкурс он тоже подал сам заявку. Или его пригласили, я не знаю, как это было. Но потом уже по ходу, когда государство поняло, что он выступает не просто от себя, он выступает от Казахстана, от большой страны, тогда они уже стали, вот видите... Ну, это замечательно, но это так обычно и бывает, как бы, да, вот человек выстреливает, потом, естественно... Я почему говорю, что миссия такая была, потому что на самом деле, если государство бы готовилось заранее, оно бы пошило и приготовило это заранее, зная, что человек едет на конкурс, а тут получается буквально экспромтом. Поэтому я думаю, что, видите, оно как бы не сразу поддерживало, да, а вот как бы по ходу, понимая, что он несет в себе большую миссию человека. Ну, это вполне как бы логично и нормально, в этом нет ничего такого, я думаю, как бы, потому что это так обычно и бывает. Ну, слава богу, да, что есть, конечно, вот эта поддержка, и она не может не быть, потому что весь мир заинтересован сейчас Казахстаном. Ну, не только из-за Димаша, конечно. Казахстан вообще очень такая динамичное, мощно развивающееся государство сегодня, как бы, да, и это здорово, это прекрасно, но Димаш как бы еще одну краску внес вот в эту палитру Казахстана, и сейчас и казахский язык изучают по миру, и песни народные поют, и домбру поют, абая читают, понимаете, да? Это же прекрасно. Вот это уже благодаря Димашу, вот это вот культурный такой, ну, как сказать, знакомство, вот глубокое знакомство культуры Казахстана все-таки во многом благодаря Димашу, конечно, произошло, да. Вы знаете, сейчас вот я хочу сказать о том, что задали вопрос, знает ли наш друг немножко казахский язык. Вот сейчас давайте продемонстрировать, потому что вот один человек, я не помню, вот эта линия уже прошла, Жаке спрашивает, знает ли он немножко хоть казахский язык. You know Kazakh language? Please say something. Салам алейкум. Браво. Привет, как дела? Is it Russian? Okay. Oh. Привет, как дела, Russian? Okay. Салам алейкум. Okay. Салам алейкум. And answer? Алейкум ассалам. Вот. Took me 1 month. Он говорит, я учил 1 месяц. 1 месяц я, говорит, учил, но ничего. Он выучил. Он поздоровался, да, с вами. Вот. И, значит, и еще интересная вещь к тому, что вы сказали. Вот я увидела здесь один комментарий. Вот сейчас. Я из Украины, пишет Нина Юра. Языка казахского не знаю, но когда Димаш поет, в нем все поет, и глаза, и руки, и брови, и все, и язык уже и не нужен. Ну, на самом деле, так и есть. Да, так оно и есть, да. Значит, просто люди воспринимают, вот мы уже его не только ушами воспринимаем, как я говорю, да, а вот всем сердцем. И вообще вот его вот этот вот голос волшебный, он сразу вот такой в чакру сердца попадает. Вот в сердце, души, куда-то вот сюда. Ага. А вот мы частично ответили, извините, пожалуйста, что я вас перебила, мы частично ответили, почему же он социальный феномен? Что мы такого социального увидели? Что феномен — это же некое явление, которое ломает какие-то устои в обществе и что-то новое дает обществу. Что дает обществу Димаш?
Но мы поняли, что он развивает казахский язык тем самым, да. Молодежь сейчас сосредотачивает внимание, ну как-то он популяризирует свой родной язык. Безусловно, не только молодежь, но и другая часть населения, взрослая часть населения, они, значит, те, кто не знал казахский язык, они стремятся учить его. А что еще? Как вы думаете, почему мы его называем социальное явление? Вот, вы знаете, вот ну, что еще я могла добавить к тому, что вот это удивительно, да, вот люди все, многие люди объединились сейчас, вот в Инстаграме, например, да, мы с друг другом все общаемся, мы все фан-клубы, мы стараемся общаться друг с другом, мы уже знаем друг друга заочно или очно, мы вот переписываемся с ними, в личной переписке уже переписываемся. И вот вы знаете, люди настолько истосковались по каким-то добрым отношениям, по искренности, знаете, да, и люди истосковались просто по каким-то приятным словам. И вот я даже заметила, сначала для меня это показалось пафосно, да, они пишут друг другу: любимая моя, там, дорогая моя, ну, в комментариях там, родная моя, когда переписываются, допустим, в комментариях друг с другом. Мне как-то это сначала странно показалось, но потом я подумала, и что это же здорово, это же прекрасно, понимаете? Людям хочется говорить такие слова. Они, может быть, давно не говорили, вот, но мы же там в жизни так не общаемся, там, ой, здравствуй, моя родная. А здесь вот хочется такие слова какие-то говорить, возвышенные какие-то, понимаете, да? Хочется вот на какой-то высокой ноте существовать и общаться. И это так прекрасно, это так здорово. Вот я думаю, что вот одно из сторон как бы вот влияния Димаша вот такое уже. Ну, как бы он показывает высокую культуру свою, демонстрирует высокую культуру свою не только пением на сцене, но и, наверное, своим поведением. Посмотрите, как он воспитан. Да. И знаете, люди ведь, во-первых, они так раскрылись, многие стали писать стихи. Многие стали рисовать, многие стали заниматься вокалом. То есть они раскрыли такие способности в себе, о которых они даже сами не подозревали никогда. Вот это тоже феноменальное явление ведь, да? Да, вы знаете, вот... Снова какова ценность семьи, уважение к старшим. Да, и надо не стыдиться показать чувство и любовь. Это Димаш, это настоящий, с любовью из Германии. Да, Леночка, абсолютно верно, абсолютно. Вот за это мы и любим Димаша, за это вот он и является вот таким феноменальным человеком. А вы знаете, носителем каких-то давно забытых ценностей. Вот эти же ценности, они же у нас при рождении у всех и есть. Но мы в процессе жизни же многие забываем, обрастаем скорлупой и так далее. Да? Димаш нам напоминает об этом своим искусством. О том, что люди, самое главное в жизни — это любовь. Это любовь, это добро, это милосердие, как вот, да? И, если сказать, по большому счету, он как бы возвращает нас к самим себе, понимаете? Вот, к своей душе. И мы вдруг вспоминаем, что у нас ведь тоже есть душа, она трепещется, она чего-то хочет, она мечтает, она хочет любви, она хочет, чтобы ее как цветочек полили водичкой, ну, и так далее. Вы знаете, я хочу немножко перевести своему другу, потому что у него мама, ей 92 года. Да. И вот прекрасно. Он тоже Здоровья всем маме, здоровья. Your mom 92 years 92, yes. And so much. Свини, please. Я хочу почему спросить у него, задать ему вопрос. Те люди, которые живут со своими родителями, со старшим поколением, ведь в них переплетаются ценности. Ценности не только современного, да, периода времени, но и ценности старшего поколения. Я вот хочу задать вопрос. А вот эти ценности он тоже в себе несет? Ценности мамы. Вот мама же, она же все-таки жила
Я имею в виду, когда она была молодая совсем, это были 60, нет, 60-е совсем, ну, так скажем, 60-е, 70-е, да, годы. Say me, please, Конечно. you have interesting, you very interesting personality because inside you not only you thinking, mom, Да, мама 92 как года. объяснить? It's like Теперь про маму. Ой, точно, девочка. you thinking like mom thinking, yes, sometimes. Oh, Dimash thinking like father and grandfather and grandmother too. well, I guess what you're saying is my grandma has my mom has a big influence in me. So she does because growing up, it was my mom. My dad was not in the picture, so it was really my mom who raised us. So I mean, your mom, inside your mom, I remember so interesting time, beautiful music, interesting society, people, not like now, yes? well, she has her background is in the arts. Her sister was in the arts also. She lived to be 96, but she was very active Я сейчас вам in переведу. the culture, Мгм. and she was a designer and well-known designer. So art is in our family; it's in our blood. So my Примерно понимаю. Ага. yeah, my older brother he's a photographer. So I remember when he was very young, when he was 18, 19, he could free hand draw I remember he drew an airplane that was just beautiful. I couldn't believe how nice it was. So this seems to be in our blood. And my sister also very talented. So it's just we're very blessed to have that. But I think what you're also saying is the old culture of old-fashioned values are from my mom. So I do. It's just instilled in you because I grew up with my mom. What about society? What about society? Society. I mean society before and society now. You have inside your society, modern society, and before Well, society. I think it's a lot of the old values that you don't realize, but your mom is always instilling values that it's coming out, and it's old-fashioned values. I don't know how else to explain it, but just to be respectful and to be polite and to be kind to everybody. My mom is just she'll talk to a stranger on the street, so she'll make friends with everybody. So so I see her interacting with everybody, and we're walking, and she'll just start to talk to people. So it's That's nice. interesting, yes. It's interesting. It's nice. Yeah, That's I very guess in nice. that sense that it's old-fashioned because you don't have your what do you call it? The barrier. You have your barrier down and you're open to people. So that's nice. Yeah. Вот видите, как совпало. Он рассказывает о своих родителях. Он говорит, что так получилось, что мама с папой, они развелись, и мама, она внутри, она арт-человек, творчество. Я знаю, что она по сей день шьет, вышивает что-то, и он говорит, что это в его крови, потому что его старший брат, он фотограф, а его сестра, которой сейчас нет, она погибла несколько лет, 2-3 года тому назад, вот здесь в Америке, автокатастрофа была, она занималась кимоно. Кимоно это большое, это, знаете, это большое творчество, это для японца кимоно, это же вообще, это очень большое дело. Вот, и когда он говорит, это все во мне, и я, говорит, конечно, это все в себе, у меня в крови, говорит, это творческое, вот это вот посыл этот. И говорит то, что, конечно же, говорит, я ценности того периода и ценности этого периода во мне, они есть. Они как бы, они существуют во мне. И говорит, вот теперь я хочу этот мост перевести к Димашу. Почему я спросила своего друга об этом? Потому что у Димаша такая же интересная история его жизни. Он ведь, смотрите, он родился не просто в семье, он родился в творческой семье.
да, Да. Да-да-да. где в крови уже творчество. И что самое главное, что Димаш, он человек такой, знаете, у него очень тонкая натура, да, такая, он очень тонко чувствует Да, публику, абсолютно. да, Абсолютно. Да. музыку, окружение вокруг него, общество, в котором он живет. Он даже реагирует. Вы помните, были моменты, когда он реагировал на то, что вот был салют 6 июля, а он отреагировал, Да. как так, Да-да-да. коронавирус, а тут салют. Какие-то странные, Да-да-да. да, вот такие Мгм. действия со стороны Да. государства. Вот. И большое значение имеет бабушка, дедушка Димаша, правильно? Я много видео Да-да-да. делала об этом. Вот как вы думаете, бабушка Димаша, дедушка Димаша, какое имеет влияние, ой, на него? Немножко, извините, телефон не удержался, здесь вот он на пластиковой этой подставке стоит. Ага. Как вы думаете, какое влияние имеет бабушка и дедушка Димаша на Димаша самого? Ну, знаете, вот это удивительное, конечно, вот Димаш везде рассказывает про эту традицию казахскую, когда отдают первенцу на воспитание бабушки и дедушки. Мгм. Вы знаете, кстати, у нас тоже есть такая традиция в нашем народе. И, кстати, вот у меня даже перекликается немного с Димашем, у меня лично, потому что меня тоже воспитали бабушка с дедушкой. И я была первенцем, и меня тоже воспитали бабушка с дедушкой. И я свою бабушку называла тоже мама до конца ее дней. Вот всю жизнь я ее называла мама. Вот. А свою маму поначалу тоже называла по имени, но потом немножечко переделали слово «мама» немножечко по-другому. То есть я бабушку называла Эсей, это вот по-башкирски мама, а маму называла Эней. Вот. Ну, что я хочу сказать, знаете, вот когда в детстве, да, человек, я настолько поэтому Димаша понимаю, настолько вот его, вот эту вот душу понимаю его, да, и его отношение к этим вот взрослым родителям, потому что я сама вот точно так же воспитывалась и росла. Вот эта вот безусловная любовь, которой окутывают ребенка в детстве, она дает столько силы, которой хватает на всю жизнь просто. И она окрыляет, она вот как опора за спиной, понимаете, да? И вот я также иду по жизни, хотя давно уже нет моих бабушки и дедушки, которые были как вот мама и папа, но я до сих пор ощущаю вот их теплое прикосновение. И вот для Димаша, я думаю, вот это вот бабушка и дедушка являются именно вот такими вот людьми, это главные люди в его жизни. Я так, потому что вот, ну, во всяком случае, для меня было так. Я считала своей мамой бабушку, и так я относилась к ней. Но я очень любила свою настоящую маму, которая меня родила, так скажем, да. Но это уже немножко качество любви другое все равно. И поэтому, конечно, это источник вдохновения сейчас для Димаша. А что значит источник вдохновения? Я ради улыбки своей мамы готов на какие-то достижения. Это все мои достижения посвящаю ради улыбки своей мамы, он говорит. Да. Ну, конечно, он и Светлану, конечно, Ханам тоже, конечно, имеет в виду. Но раз вы спросили про бабушку с дедушкой, бабушка с дедушкой для него это вот та какая-то, вот знаете, безусловная такая любовь, которая в его душе вот цветет как цветок просто. Я вот прям так ощущаю. Улыбка матери, да, вот правильно здесь пишут. Давайте мы тоже немножко прочитаем. Влияние их какое? Мне кажется, кроме любви к Димашу, никакого влияния у них больше нет. Они просто его любят чистой, материнской, святой любовью. А это самое главное для человека. Да. А что за ценности? Ценности. Вы забыли сказать о ценностях. Вы хотели сказать, и какие ценности несет старшее поколение? И какие ценности они передали Димашу? Ну, понимаете, это же вот, во-первых, вот как вот меня лично как воспитывали, надо, ну вот, как бы это, знаете, это вот как бы, это не говорят, вот будь таким и будь таким. Вот надо быть таким, надо быть таким, да? А это вся атмосфера в семье, она воспитывает человека именно вот в этих ценностях. Ценности, ну какие? Ценности добра, да?
Мгм. помощи, взаимопомощи, уважение к старшим, уважение к своей земле, даже уважение к хлебу к тому же. Вот нас так воспитывали тоже, к Да. хлебу уважение, Мгм. каким-то таким вот, это такие вот неписанные такие законы жизни, такие Мгм. традиции, которые вырабатывались веками. И вот из этого складывается же менталитет народа, да, его взаимоотношения с окружающим миром. Э, э, И просто вот воспитывали вот эту вот гармонию. Гармония в себе, гармония с внутренним миром и с внешним миром. Я думаю, что вот именно такие вот ценности, конечно же, они передали Димашу, но я не думаю, что они там как-то вот учили, что ли, там, вот надо быть таким, надо быть таким, надо быть таким. Мгм. Они просто своим примером. А вот А в знаете, семье, а вот знаете, вот, ага. да, вот эта семья, вот даже на фотографии на них смотришь, они же светлые все, понимаете? Мгм. И в Мгм. этой семье просто живет любовь. Из поколения в поколение причем живет эта любовь. Да, но притом И они несут в себе не только ценности общества, но и ценности семейные, да. Как говорит Димаш, да, он постоянно говорит, мы будем всегда жить одной семьей, и моя будущая невеста, будущая жена должна знать о том, что мы будем да, жить все вместе в одной большой да, семье. А вот смотрите, Нина Юра что пишет нам. Старшее поколение ага, передает по наследству мудрость. Мудрость. На да, самом деле, посмотрите поведение Димаша, как он выступает. Он выступает не как молодой, юный, талантливый человек. Он выступает. Посмотрите, как он выходит на сцену, как будто он уже умудренный такой, как он голову держит, как он начинает петь, особенно вот песню, а, помните, на «Новой волне», когда он просто ошеломил, значит, грешная Крутого, страсть, Игоря Крутого, «Грешная страсть». Вы помните? страсть. Кажется, что по Вот, поведению... кстати, вот, Ага. да, Жанара, кстати, вот я в двух словах только скажу. Вот Мгм. эта «Грешная страсть» — это была первая песня, которую я услышала в исполнении Димаша. И вообще впервые о нем услышала тогда. Я как сейчас А, помню, я смотрела телевизор, ага. где шла трансляция этой «Новой волны», и объявили, значит, молодой певец из Казахстана, который выиграл конкурс в Китае, Мгм. вот, и я начала слушать. И Мгм. вот я начала слушать, и вдруг в один момент я поймала на том, что у меня, я стою с раскрытым ртом, Мгм. вот с такими выпученными глазами, я просто остолбенела от этого, и у меня была первая мысль: ну Мгм. это невозможно, но люди так не поют, ну так Да. невозможно петь. И я Мгм. только запомнила его имя, даже фамилию не запомнила. Я тут же забиваю в гугле Димаш, и у меня выходит полный список Песен его, всех да? его, начиная там Жас-Канат, еще в Казахстане, Мгм. начиная со славянского базара, I'm Singer. Я помню, что я до утра не спала, я это все прослушала разом причем. И меня вот так вот колбасило. Да вы что? Я просто была в таком шоке. Я несколько дней вот так сходила, потом я начала уже постепенно по одной песне слушать постепенно. Ну, это была такая огромная доза прекрасного для меня, что меня вот так трясло просто. Я представляю, да. Но вы-то уже взрослая женщина, и то вас как, да? Ну, Я и говорю. Ну, мгм. знаете, здесь дело не в том, что взрослая или не взрослая. Тут, знаешь, или попадает, или не попадает. А это вот попадает в сердце, кстати. Правда? И, кстати, знаете, Ага. вот про... Я еще хотела этот вопрос поднять, ну, как бы с вами обговорить. Вот я замечаю, уже как бы, да, Мгм. я вот с 18-го года вот слежу за Димашем, я являюсь его поклонницей, и я замечаю, что есть люди, которые ну, просто мимо проходят. Ну, послушали, ну, нормально, все хорошо, и все. А есть люди, которые просто, вот знаете, Я с показываю на первой него. минуты, Показываю на него. это он такой, да? Я его... Ну, как бы хорошо, Ну, нормально, хорошо, но как бы, да, не да. более. Да, у него такая, вы знаете, как это называется, непробивной. А потом он все-таки я его пробила. Да, Димаш Нет, Charles Music. я думаю, что
Ага, Я сейчас думаю, она что объяснит. раз он пришел к нам сегодня на разговор, то он просто внутри, наверное, чувствует, но Да. стесняется выглядеть. You remember your Вот так first вот. experience Очень with странно. Dimash? Um, What was the first song? I don't remember what song, but I just was amazed by his high-pitched voice. Он говорит, я, говорит, заинтересовался только тогда, когда я на самом деле услышал высоченные, говорит, высоченные It was ноты в его unreal. голосе. Я Unreal, он говорит, это, говорит, нереально. Вот, Вот. вот. I have to take a second look. Ну, Is he на самом really деле, singing? очень- А он говорит, я, говорит, когда, говорит, это реально, человек может петь такое, он подумал. Вот. Я тоже так думала. Is there someone standing behind him? Он говорит, я думал, что кто-то стоит за его спиной и за него поет. Он еще посмотрел, говорит, я точно это он поет? Никто за ним не стоит? Да. Да. Вот это удивительно, да, вообще. И потом вот этот Дива Дэнс, он же поет, да, из пятого фильм «Пятый Have you элемент». heard Diva Dance? Like this. I don't think so. Он говорит, он просто по названию не помнит, но если я ему покажу, он вспомнит, конечно, он вспомнит. Diva Но это Dance. же невозможно, чтобы человек спел, один человек вот в такой тесситуре, начиная там басовой ноты, да, и до колоратурного там самого. Это же невозможно на самом деле. А вот для Димаша нет ничего невозможного. Мы даже с девочками, у нас даже есть такая, ну, как бы такая, ну, присказка, я не знаю, такой вот уже слог такой, что все поют как могут, а Димаш поет как хочет. Вот поэтому... Как хочет, так и поет. Нет, а потом, вы знаете, вот музыка в его крови буквально. Я вспоминаю, помните, когда была встреча Андрея Малахова, когда спросили, почему ты соскучился вот в этот коронавирус, ну, в эту пандемию? Он сказал, я, говорит, как он сказал, я по конкурсам, по концертам. Конечно, да. На самом деле она прямо в его крови. Вы знаете, я заметила, когда он представляет свою команду музыкальную, Димаш, он говорит, вот сейчас этот гитарист, а вот сейчас вот барабанщик и так далее. Он же вместе с ними подпевает, и у него начинаются какие-то джазовые интерпретации. Он уже... Да. Вот здесь вот как раз это его душа, когда он и начинает петь, подпевать. Я прям чувствую, как Димаш прям входит в раж такой, и он начинает подпевать. I thought about what Dimash demonstrates some music. Music is it from group of Dimash? And Dimash this time is like improvisation for Dimash. Вот знаете, прям джаз это в его крови. Я хочу вот следующее видео делать о джазе. Мне кажется, джаз это любимое направление Димаша. Ага. Ну, он же выучился уже в институте, как раз вот, например, уже не классический у него был вокал. Да, я знаю. Джазовый. Да, джаз. Но мне кажется, да. что вот он джаз еще на самом деле, своей джазовой интерпретации на самом деле еще нам не показал. У него оно где-то где-то в запасниках у него. Потому что я чувствую, вот особенно на концертах у него есть определенные песни, да, особенно вот я киевский концерт очень люблю. Он поет по определенному, но ему так хочется импровизации, он прям вот в душе его. И вот этот джаз, мне кажется, прямо в его крови. Он прям так хочется поимпровизировать. И вот когда он представляет команду... Я думаю, что в запасниках у Димаша еще столько сюрпризов, которые он нам как дозированно выдает. Я думаю, что он, если он займется действительно джазовым вокалом, ну, в смысле, не займется, а начнет его петь уже со сцены, то это будет просто, я не знаю, там... Вот не зря же он принимает участие. Не зря же он принимал участие в японском джазовом фестивале. Да. Do you remember Dimash invite jazz festival in Tokyo? Tokyo festival. I don't remember, no. It was 1 year ago, 2 years ago. Oh, Yes, jazz festival. Но вот там вот, наверное, вот его первые как бы были такие
участие в этих джазовых фестивалях, мне кажется, вот разовьет в нем, он тоже как бы приходит к этому не сразу. Кстати, через джаз он может прийти к американскому зрителю. American people Через love джаз, да, вот, jazz, да, yes, вот, very кстати, love да. jazz. Yes. Вот, All types of music. да, вот вы меня спросили, как он придет в Америку. Он, мне кажется, вот этот запасник, он и вытащит Димаш. Он будет здесь исполнять джазовые интерпретации. Вот тогда у американского зрителя он наповал свалит. Потому что американский зритель обожает джаз. Вот джаз. И еще я хочу сказать о роке. Рок, где зародился рок? Рок зародился в Америке. Вот эта песня True Dimension, ну, в общем, я не помню, ну, вот с этой песней, которая занял первое место, это роковая композиция, это тоже такой конек для Димаша. Я думаю, что роковые композиции в Америке, это вообще, это же родина рока, Америка. Да, конечно. Вот. А вот у него эти вот роковые интонации уже слышны вот в этой песне, это «Be With Me», которую он вот в онлайн-концерте это спел, премьеру песни. Там как раз слышны. Лена, я здесь обращаюсь вот к нашей подписчице. Леночка, давай выходи к нам в эфир, а? Давай запрос вышли мне, пожалуйста, я тебя присоединю. Давайте, и мы давайте. споем. Санара, мы же хотели спеть сегодня. Да, вы знаете, давайте мы немножко прочитаем комментарии, а то пишут, а мы как-то без внимания их оставляем. Пока Лена присоединяется к вам, давайте. Леночка, давай присоединяйся. Добрый вечер, привет из города Пермь, Россия. Добрый вечер. Добрый вечер, Донна Лёка, хорошо, добрый вечер. Замечательно. Ну, так, кто у нас еще? Россия, Германия, English, Америка у нас. Which one? Good night. Where does it say? Good night, guys. Oh, good night, guys. Jave. Привет. Be with me. Alicia. Be with me. And then from Poland. Welcome. Oh, welcome. From Poland. Poland. Wow. О, Hi. здравствуйте. Я так поняла, Лена, да? Лена. Hello, О, Лена. yes. Так, мы тоже со своей. Hello, Europe. Hello. Так, все, давайте поднимаем, еще раз поднимаем. Давайте бокалы. еще раз. San Francisco. Hello, Hi, Лена. Hello, Kazakhstan. Hello. From Kazakhstan? Grammy today. Давайте еще раз. Oh, yes. За Димаша. Давай, за Димаша еще раз, да. И сейчас еще про Грэмми, кстати, мы же не поговорили. Сегодня же у вас Грэмми. Yeah, today is your Grammy day in San Francisco, no? Yes. Was it Today. Really? The what? Grammy Yes. nomination. Today's Grammy the- day, nomination. What's Nomination. today? Today's the 14th, I think so. Yes. Yes. Yes, that's right. Yes. My first idea for today, I think, make me like a Grammy. I put my best dress after them. I think, okay, I wait. I wait 1 year, and then I put a lot my best clothes. I go with my alcohol. 1 year later, we making a big party. I hope a lot of people. Please, we put this for the mass. 1 year later. Next year. You know, 1 year later. We put next this. year, Yes. yes. The mass is the best. А Лена, The mass. представиться пусть. Okay. Yes. Лена, so- представьтесь, sorry, пожалуйста. Sorry, guys. sorry, everyone. I'm dear from Germany. Hello. I'm From dear from Germany. Last week we put first telefonat or maybe first live stream with Bashkortostan and other dears. Yes, we tested this platform. And I'm sorry, my English is not perfect. No. I'm sorry, guys. It's very good. You understand Ой, me? Юлечка, спасибо. Lena, exactly what city? What city in Germany? Nearby Stuttgart, also Stuttgart. Germany. South Germany. Wow. We have snow today.
Wow, have wonderful. we have snow today. Moment. I put this. Лена говорит о том, что снег. Wow. Oh. We have snow. And, And wow. Yes. Oh, and tulips. Tulips. Видно. today in Kazakhstan, I'm is beginning for Nowruz fest. Yes. Yes. Nowruz. Наурыз. I think yes. Сегодня, да, 14 марта начинается Наурыз. Yes, it's started today. I Yes. put this Is it for New Year? Nowruz. Look, I have flowers for everybody. Thank you so Beautiful. much. Thank you so much. So Yes, beautiful. Yes. Look, Спасибо and, большое. my Спасибо. my backstage is Dimash. You see this moment? Yes, yes. Yes, you see. Yes, 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 yes. yes. This picture. Yes. Yes, this pictures. It's let's picture from Instagram from Dimash. I printed for me Cass. I think I'm same woman, same human. I'm interior designer. Oh, you are. I'm creative woman. Wow. You know? Yes. Music from Dimash make me so happy. I have a lot new idea. I paint, I'm singing, I'm dancing. That's wonderful. I put a lot things. I'm very crazy. That's wonderful. You're inspired by Dimash. Yes, absolutely, That's- absolutely. that's fabulous. Yes, it's really. I'm start my painting with aquarelle. You know, aquarelle. Is it paint? Is it watercolor? Yes. Watercolor? Yes. I think yeah, watercolor. watercolor. Yes, thank you. Watercolor. Yeah, thank you. Watercolor. And normally in Germany we have big quarantine. We have big problem with coronavirus. Yes. With corona, you know, and there's a lot. So building, no building. A lot shops is closed. Oh, yes. Yeah. Yes. We have mask. We hope it's bit better for us, Yes. for everybody. I'm Yes. sorry. hope It's that, just Germany. So we don't know. Sorry. That's normal. Вы знаете, может быть, у меня такое предложение, Лен. Может быть, мы сделаем следующий телемост с Германией? Как вы? Вы Окей. можете вести его? Очень. Хорошо. Ну, я постараюсь. Если я не напьюсь, вы меня так долго держали. Я уже тут напилась, пока вы It was the same way in America. The pandemic was going out of control. Я думаю, ты готова спеть уже. Я Давай, спою запускай. сейчас, что хочешь. Вы Давай, меня Because little Ну, чё? bit drink Чё, поём? alcohol. Ну, будем петь, давай. Давай, вместе, что будем Давайте петь? чернобривцы споем, ребята. Чернобривцы споем? Давай Чернобривцы. спой тогда, я слов. Да, хотите, я поставлю чернобривца Димаша, а мы будем ему подпевать. Давайте Жанара поставьте. Так, а вы пока общайтесь, я пока найду. Сейчас быстренько, Окей. это не так легко. Окей. Ну, ты прямо слушай, ты там вообще как будто это бежала прям, Будем в эфир синусом. бежала. Yes. Все, убирала. Восемь сам. Я бежала. Забежала. It's normal. Не знаю, я смотрю, бедный Кассин там приуныл, не понимает, и никто его не переводит. Молодец, супер. Бедный наш самурай приуныл, надо же его как-то поднять духом. Ну, посмотри, что Is she делает. speaking Russian? Yes, speaking. Так, сейчас если споем, подписчиков будет намного больше. You see that Значит, photo? мы с вами договорились, да? Следующий круглый стол будем проводить с Германией. Хорошо? Окей. Это окей. следующая неделька. Следующая неделя. Все. Ой, Так. ой. Каждую неделю будем прямые эфиры проводить. Да, Я я готова. готова каждую Всё. неделю, потому что, ну, это сейчас очень нужно, эта поддержка нужна Димашу сейчас. I feel we're having a party. Okay, I have party. I like party. In Germany, a lot of things is closed. You understand me? Yes. I'm hungry. I will dancing. Окей. Oh, yeah. Ой, ну, Лена, ты зажигалка сегодня. Ну все. Что делать?
зажигать. Господи, боже мой, простите. Вы до сих пор закрыты, что ли? Ну как, ну постепенно открывается. Все, начинаем. Все, начинаем петь. Окей. Чорнобривців насіяла мати у моїм світанковім краю. Дай навчить веснянки співати про надію квітучу свою, як на ті чорнобривці погляну, бачу матір стареньку, бачу руки твої, моя мамо, твою ласку я чую, рідненька. Я розлуки та зустрічі знаю, бачила чужі сторони. Чорнобривці із старого краю, що насіяли ти навесні, як на ті чорнобривці погляну, бачу матір стареньку, бачу руки твої, моя мамо, твою ласку я чую, рідненька, як на ті. Як на ті чорнобривці погляну, бачу матір стареньку, бачу руки твої, моя мамо, твою ласку я чую, рідненька, бачу руки твої, моя мамо, Будем беречь наших мамочек, ребята. Пока они рядом с вами. твою Пока они рядом с ласку вами. я чую, Мамочек своих любите. Дарим им цветочки. Каждый день обнимает, целует. Мои мамочки. Ходи. Обычно не уходить. Мы решили вот таким образом показать, потому что вас-то не видят наши телезрители. Okay. Cause you have emotion? I'm sorry? You have emotion, yes? You have emotion. You have emotion today? Emotions? Your emotion. You is brought the big. emotions out of me. Okay. Okay. Very good. Так, ну вот так, наверное, поддержим. Лен, мы сейчас говорили о Димаше. Okay. Немножко, давайте, немножечко тоже выскажите свое мнение.
давай, что вы хотели сказать о Димаше? Вы же, расскажи о Димаше, да. как ты? Как вы Ой, относитесь? ребят, ну, Ты к нему конечно, пришла? ребята, я Димаша люблю уже 4 года. И так случайно познакомилась с его творчеством, услышала и все. И все. Пришел, как говорится, пришел, увидел, победил. И все, ребята. И стало это 4 года назад, вообще информации никакой не было. Нигде. То есть первый раз был после конкурса Зингера еще что-то появилось, и все было только на китайском и на казахском языке. И я как русский и немецкий, и английский, то есть для меня было ничего трудного, ничего не найти. Ну, я искала как могла, и все. Вот все, одну песню услышала и влюбилась в творчество, хотелось узнать. Первая песня, Лена? Какая первая песня была? Какая первая песня? Первая песня была «Опера 2», also «Опера 2». А. Первая песня. А потом, конечно, понеслось весь конкурс искать, и все. И мне так было интересно, что и как, и все китайские песни. Ocean of Time is for me very, very, very good song, no? И другие, конечно, то есть вообще все было феноменально. Да. Раз ты 4 года уже, значит, ты во время Аймсингера уже его узнала, да, в эти времена? Но, когда закончился Аймсингер, то есть как раз он только закончился, я по интернету пыталась искать, где и что, и когда Димаш приехал в Казахстан его чествовали, выступления его всех учителей, и когда вот выступали его учителя, кстати, к сожалению, был фильм еще только на казахском языке, но я уже догадывалась, как, зная Димаша, уже понимаешь язык, вы понимаете? То есть я родилась в России, и казахский для меня, конечно, новый язык, но читаешь вроде там некоторые значения есть уже на кириллице, и пытаешься понять. Вы знаете, Лена, я извиняюсь. Вот понимаете, вот его творчество, оно помогает быть креативной, вообще думать по жизни. Тут как-то ведет, вот такой мальчик чудесный. Я не знаю, просто у нас там некоторые девчонки из фандома, ой, там мы влюбились, мы ревнуем. Ну, извините, я уже девушка тоже со стажем. Я люблю такой платонической любовью. У меня в семье все хорошо. Просто вот Димаш просто помогает мне идти по жизни. Да, вот так. Лена, вы знаете, что я хочу вам сказать? Что, оказывается, пока мы пели песню «Чернобрывцы», в это время пела с нами вся Украина. Вот сейчас нам написали, что вся Украина пела вместе с нами. Спасибо большое. Вы знаете, Украина, вот вы смотрите, я вообще родилась в России, а благодаря Димашу я узнала эту песню, она настолько затронула меня, потому что песня о маме, когда его мама плакала на концерте, и так как у меня мама уже больше 20 лет нет, то есть у меня слезы градом, и я вот решила эту песню выучить и спеть. Я себя сейчас, конечно, не слышала, я очень надеюсь, что я так сильно не накосячила на этой песне. Вы знаете, я хочу вам сказать, что привет из Украины нам передала, нам передала еще Ирина Чигирина. Ну, раз мы уже говорим об украинском фан-клубе Дирс, то это еще Ирина Чигирина. Добрый вечер. У них, видимо, ночь. Уже только что включила интернет и попала на ваш теплый стрим. Привет всем, Дирс, и вам, дорогие друзья из Сан-Франциско мира. Всем здоровья и любви. Привет из Украины. Спасибо. Видите, наш лайвстрим называют теплым. Спасибо. У нас теплый стрим на самом деле. Видите, как здорово. Дорогая Украина, я очень надеюсь, что я слова выговорю правильно. Но я пела сердцем, ребята, так что, может быть, если что-то у меня не получилось, вы чувствовали мою любовь ко всем нашим мамочкам и к Украине, и вообще к творчеству Димаша. Ребята, вы это чувствуете? Подскажите, поставьте сердечки, пожалуйста. Пожалуйста, кто чувствует? Ирина Чигирина плакала, даже плакала. Вот вы знаете, на самом деле, вы знаете, я хочу вам сказать, что сегодня, на самом деле, очень знаменательный день, потому что сегодня будет номинация на Грэмми.
И сегодня выходит казахстанец наш, это Иманбек. Да. Вы знаете его Да, песню? да, Вам здорово. напомнить, поставить эту Да. песню сейчас? Напомните вам? Поставьте, пожалуйста. Сейчас. Поставьте, если у нас там Хорошо, давайте немножечко поговорим об этом человеке. Вы немножечко что знаете о нем? Давайте немножко поговорим об Иманбеке. Что вы знаете немножечко о нем? Но я о нем знаю, что, ну, как и все, впрочем, наверное, что совершенно молодой парень, который работает зажигательной композицией «Ой, Лен, а как ты девушки кусочки надумал, я тоже О, хочу». что-то А там интересное. маски надо найти, О. надо маски О. найти в Инстаграме. Куда нажать надо? Давай мне тоже скажи, куда нажать Это надо. Инстаграм. On Instagram? Да, я сама Wow. только маску Здорово, надела. здорово. Это в Инстаграме надо искать. Я тебе в следующий раз пришлю. Сейчас не удастся, тогда мне из Ладно, хорошо, пошли. Так, нам кардинал пишет, кардинал Ред. Димаш и Иманбек – это гордость Казахстана. Главное, нету войны в Казахстане, слава Украине. Ну надо же. Какая замечательная танцующая молодежь, пишет Нина Юра. Жанна, да, Ага, окей. давайте Жаннарочка, а сколько у нас человек в чате? Сколько В человек данный в чате момент у нас? 76 человек, но, видимо, знаете, в Казахстане сейчас уже глубокая ночь, так скажем, ближе Ну к да, 12. да-да. У нас было поначалу 90 человек, сейчас вот немножечко Ой, мама отсоединилось, дорогая. 77. Ну все. Давайте немножко Меня поговорим об Иманбеке. арестуют на улице. Окей. Давайте говорите вы, Жаннара. Давайте Об вашу Иманбеке. тему. Давайте немножечко вы, потому что Давай, все-таки я представитель Казахстана, я больше о нем знаю. Мне бы хотелось узнать от вас, Конечно. что вы знаете. That video has 145 million hits. Представляете, 145 миллионов 530 тысяч человек увидело это видео. 145 миллионов. Ну, Amazing. Да, это практически население нашей страны, вот России. да. Мгм. Когда все население... Actually, it's March 5th of 2020, so just over a month, over 1 year. Это было 1 год тому назад, тогда была такая статистика, 145 530. Сейчас, конечно, намного выросло, год Сейчас прошел. Еще больше, Ага. наверное, да. It's Еще crazy. больше. Мгм. Но Иманбек, вот, мне он очень такой понравился, он такой непосредственный парень, он Ага. такой чистый тоже, на самом деле, такой непосредственный, такой миленький, такой обаяшка. Я смотрю, I have to go pretty soon. Is it okay? for 1 year. Ой, что-то произошло. Это было один. Ага, что-то произошло. Так, что-то произошло. Привет. Слушай, мы вылетели. Ну не переживай, ну бывает. Ну, что делать? Да, ну я попробовала сохранить, но вот сейчас Жанару подождем, нам ведь с ней как бы надо завершить это все дело. Ну конечно, ну ничего, но зато как бы Сейчас она... Ага. Лен, ну ты молодец, прямо ты так здорово подняла настроение. спасибо. Я очень извиняюсь в том плане, что у нас здесь вот зарядочка подсела от телефона, и, видимо, поэтому вышли мы с эфира. Видимо, поэтому. Кас хочет попросить у вас прощения, он хочет уйти, у него работа, несмотря на то, что воскресенье, ему надо идти. А мы продолжим с вами прямой эфир. Bye. Nice meeting Okay. both of you. Bye-bye. Hope to see you again. Thank you. Thank you. Nice to meet you. Nice to meet you too. Thank you. Hope to see you again Nice to soon. meet you. Thank you. Thank you. Thank Okay, you. bye. Thank you. Good day to you. Yes, thank you. Thank See you. you. Вот. Так, извините, мы сейчас давайте продолжим. Потому что это сейчас я вот так поближе к вам сяду, пересяду на стул поближе к вам. Ага. Так, слушаем вас. Эльмира. Ага. Да, ну... Так, на чем мы остановились? Я тут так расстроилась, что мы вылетели, но сейчас придется... Ну, техническая сторона, она же всегда такая. Так, Эльвира, пора налить, чтобы не расстраиваться. Эльвир. Давай. Мелкий, Витя, давайте. Так, Подождите, давай. подожди минуту, сейчас я налью, а то расстроились все. Ну что, подождите, Нет, я вас никогда положу. не надо расстраиваться ни по какому поводу. Тем более мы вчера с вами договаривались, что возможны такие ситуации, когда может прерваться прямая связь
поэтому это нормально. Не переживайте никогда. Да. Всё Так. Не страшно, переживайте все. То есть я хочу сказать, что до этого все просто молодцы. Мгм. Тут, Мы сейчас понимаете, еще, такой мы сейчас все душевный еще в прямом эфир, да. эфире, мы все еще в прямом эфире. На самом деле он душевный, нам вот пишут очень душевный, теплый эфир. Да, Лена, Да, извините. здесь очень много комментариев, что очень нравится всем эфир. Мгм. Э, Люди- Что за движняк? Что за движняк? Что за движняк? У нас тут мы все соскучились, вот и движняк тут уже. Мгм. Смотри, Сан-Франциско движняк, ты представляешь? Да. Да, мы любители поем начинать песни. всякие движники. Вот привет с Германии, пишет Людмила нам. Мгм. Вы знаете, я хотела бы сказать, что Иманбек на самом деле человек пока неизвестный всему миру, но он набирает свою популярность сейчас. Да, набирает свою популярность. У него сейчас все больше и больше интересных клипов. Вот, мне очень понравился клип, который был где-то месяц тому назад, в феврале месяце он выпустил новый клип. Это очень... Иманбек, он, конечно, знаете, он тоже такой очень разноплановый. Вот, казалось бы, вот здесь стиль, да, такой вот танцевальный, а он может выпускать не только в этом стиле музыку свою. Это может быть какой-то медленный, да, такой вот стиль. Ну, в общем-то, я думаю, что у него очень большие перспективы, очень талантливый парень, и я надеюсь, я уверена, что он сегодня обязательно возьмет Грэмми. Вот так в руки эту статуэтку, скажет: все, я За победила. Грэмми, ребята, за Грэмми. За Грэмми. Годик, за Грэмми. Ну, давайте загремим. Пожелаем Иманбеку удачи. Да, Чтобы пожелаем. Грэмми приехал в Казахстан. Чтобы Грэмми приехал в Иманбек Казахстан. приехал, да. Согласна. Да. Конечно. За Иманбека, девочки, мальчики, поднимаем бокальчики везде, в Европе, в Америке, Поднимаем в Германии, бокалы. везде, ребята, поднимаем бокалы, чтобы И мы держим были. кулачки за Иманбека. Держим Желаем ему кулачки. удачи. Да, и все будет окей. Вот кто-то написал благослови Всевышний, молодцы. Ребята, давайте поддержим. Такой талантливый молодой человек из Казахстана. Первый раз участвует в премии Грэмми. А через год, ну мы знаем же, кто будет на Грэмми. Мы же не Конечно. сомневаемся. Мы же не сомневаемся. Абсолютно не сомневаемся. Мы прямо вот уже готовы. Да. Мгм. Караганда к нам присоединилась, Димаш Караганда. Добрый вечер. Может быть, выйдете, Казахстан, девочки, давайте Да. прямой эфир к нам, а? Поддержите нас. Поддержите, давайте, может быть, Так, эфира, да. давай, может, я выйду, а кто-то... Нет, ты оставайся, Лена, я сейчас еще приглашу кого-нибудь. Окей. Так, я даже не знаю, как вот показать вас. Вот, все, нашла наконец-то эту точку. Значит, вот пишет еще: из-за Иманбека пьем стоя. Алга, Казахстан. Стоя, да, Стоя. Ну, давайте стоя. Спасибо Мгм. за поддержку. Спасибо, друзья. Спасибо, друзья. Видите, с разных концов земного шара все посылают благословения, лучшие пожелания свою нашему, поддержку, Да. да. нашему общему мальчику новому. Мы Димашу не изменяем, но у нас новый мальчик появился. Да, мы любим всех казахстанцев на самом Да, деле. да, Спасибо да. Димашу. Да, Нет, и до спасибо. этого, конечно, я вообще, у меня особое отношение к Казахстану всегда было и есть, потому что у меня там очень много друзей в сфере искусства, среди актеров, среди режиссеров, вот, и поэтому это всегда было мне очень близко. И я очень много раз там была с гастролями, вот в Алмате мы очень много раз были. И, конечно, безумно красивый город. Я очень люблю Алмату. Я помню, мы туда прилетели, значит, первый раз ночью прилетели, это было летом, ну, на гастроли. Мы прилетели тут, заселились в отеле, ну, значит, там легли спать, все, утром, значит, я просыпаюсь, там был такой балкончик у нас был в номере, выхожу на балкон, и вот так вот глазам своим не поверила, прямо передо мной такие огромные горы со снежными вершинами.
И такое солнце ослепительное, и эти вершины искрятся на этом солнце. Я вот так вот застыла просто от восхищения. Это было так красиво, так здорово. И потом, ну и вообще Алма-Ата очень красивый, конечно, город. Повезло тебе, Эльвира, дорогая. Я ни разу не была в Казахстане, ни разу. Поэтому я очень хочу, вот я очень поэтому хочу, чтобы состоялся концерт Димаша именно в Алма-Ате, чтобы мы там все, чтобы собрались все. Ну да, но вот мы в Европе 2 года нам ждать еще. Мы вообще бедняги, нам вообще на нас оборвался тур Арнау. И я уже 2 раза билеты меняла, они у меня уже под стеклом. Ребята, знаете, как обидно? Мы просто плакали, вот мы просто все плакали. Мы Димашика ждали. Он еще, понимаете, я была на сборном концерте Игоря Яковлевича Крутого, вот его 65 лет был юбилей. Димашик был приглашен гостем. И вот там он выдал этот феноменальный вокалист. Вот, и вот он приехал когда в аэропорт, и я, в принципе, знала, когда он к нам приедет, но специально решила его не встречать. Вот сейчас, конечно, жалею, потому что я увидела в интернете, как его, ну, скажем, затискали в аэропорту Питера, и я сказала, ну, не пойду я, ну, что бедный человек устал. Тем более он, знаете, писал и говорил... По-моему, после Санкт-Петербурга. Он после Питера летел, я даже с девочками общалась, которые были в самолете с ним, и он, бедняга, спал там, вообще, конечно, устал. Мы все же знаем, насколько он, с какой отдачей он работает, и я просто для себя решила, не пойду. Сейчас, конечно, кусаю себе локти, это понятно, можно было и пойти, скажем, на расстоянии хоть глянуть. А те, кто были там, конечно, автограф получил. А нам повезло, мы его в Казани встречали, и прям вот так вот напротив, он прям вот нас стоял. Подарки дарили свои, да. Здорово. В Казани нам повезло. В аэропорту, ну тоже это была ночь, это где-то около 3 часов ночи было, он прилетел ночью, а на другой день уже был концерт сольный. Вот. Вообще. Да, на самом деле, вот я хочу сказать, что в следующий раз, когда мы встретимся на, так скажем, телемосту, Лен, я бы хотела бы... Вот мы сегодня, Лен, знаете, такие вопросы подняли. Правда ведь? Глубинные вопросы. Да, Конечно. Я думаю, что в следующий раз, когда мы будем делать телемост с Германией, мы уже вопросы будем другого характера занимать. Поэтому, пожалуйста, Поэтому, пожалуйста, подготовьтесь. Мы будем очень такие, да. Очень острые. Порой очень острые вопросы будем задавать по Димаше. Касательно даже стиля. Вы не пугайте меня, а то я не выйду. Касательно даже стиля Димаша. Стиль. Как вам стиль Димаша? Стиль? Да. Ну как стиль относительно? Нет, не сейчас. Ну, чуть-чуть, 2 словами давайте. Ага. Говорите. Кто? Я. Окей. Ну, в принципе, вы знаете, я человек творческий. По мне, вот стиль, я принимаю все. Как человеку удобно. Он хотел попробовать себя в таком стиле, в другом стиле. Все это течение моды. Он молодой мужчина, который пробует себя в разном направлении. Конечно, классика ему идет, мы все об этом знаем. Он вообще бог и царь в костюмах. Когда БТБ-арена были всякие... Вот с Игорем Яковлевичем выступление на льду, он был просто король и бог, и вообще, я не знаю, в красном костюме это вообще девочки, или, как говорит моя подружка из Беларуси, хавайся в бульбу, это вообще, это уже все, то есть это уже полный отпад, понимаете? Вот, все стили хороши, вот смотрите, ребята пишут, то есть для меня все стили хороши. Я честно, я все принимаю, я знаю, что некоторые начинают обсуждать, а почему он там одел. Но, ребята дорогие, это не наше право говорить, почему. Ему так захотелось, и он так сделал. Давайте его будем принимать таким, как ему комфортно, и он пробует себя в разных направлениях. И я люблю его во всех видах, понимаете? Его творчество, не поймите неправильно, а то сейчас тапки полетят в меня. Вот как правильно, Лена, ты правильно говоришь, на самом деле, я тоже так считаю, я вообще сама по себе человек креативный, тоже творческий, креативный по жизни, и поэтому я воспринимаю все вот разные эксперименты с удовольствием, радостно, мне это нравится, это интересно.
Ну, когда, как не сейчас, ему 25 лет, ну, 26 лет. Конечно, да. Как не Он сейчас пробует. ему одеться так или иначе. Да, да. Да. Он пробует себя, он пробует разные сцены, так как он человек, скажем, интернационального искусства и направления всех стилей. То есть у него такой микс. Такие у него должны быть и костюмы. Он все делает правильно, ребята. Давайте просто принимаем его решение и радуемся. А вот И как наслаждаемся. раз и второй вопрос возник у меня, как у Дирса. Я хотела бы задать такой вопрос. А имеем ли мы право критиковать Димаша, а может быть поправлять его в какой-то мере? Имеем ли мы право это делать? Вот давайте об этом подумаем до следующего нашего круглого стола. Не сегодня. Уже не сегодня, потому что это достаточно эфир. такой глубокий вопрос. Очень многие, да, задаются этим вопросом. Давайте немножечко вы почитайте ваши комментарии, потому что у вас, наверное, комментарии набрались, да, со стороны вашей, а потом я со своей стороны. Ну, тут пишут, что все стили хороши. Он всегда шикарный пишет. Да, Вот, нас поддерживают наши Мгм, подписчики, нас мгм. поддерживают. То есть... Хорошо, а вот Людмила пишет, я всю семью подключила на Приезжайте в голосование. Казахстан. Ага, хорошо. Давайте через одного, теперь я буду говорить, потом вы, потом я, потом вы, вот так, хорошо? Людмила говорит, я всю семью подключила на голосование MTV США, и вот результат. Если все так будет делать, то мы Димаша на Грэмми выдвинем. Это верно. Да, Конечно, абсолютно. да. Мы Теперь... так и делаем, мы это сделаем, да. Хорошо, хорошо. Теперь ваша очередь. Моя, вот смотрите, у нас тут комментарий, нет, не имеем права. Ну, я думаю, как бы у нас свобода мнений присутствует, ну, в общем, я поддерживаю, вот, кто написал, Ася. Зачем критиковать? Ну, мы, конечно, может быть, что-то мы можем и сказать, ну, по сути дела, человек, он, понимаете, он творческий, он ищет себя сам на сцене. И вот Эльвира у нас тоже выступает в театре. Это каждый раз он сам, Димаш, говорил, что выступая на сцене, это его новый образ, он входит в роль. А некоторые у нас понимают один в один, и вот почему у нас столько влюбленных женщин в него, понимаете? Вот они понимают этот образ на сцене, то он такой вот страстный любовник, то он там сердцеед. Они думают, он действительно такой. Может быть, в душе он частично такой, но ему, понимаете, он актер, вот это входит в его профессию, он имеет право одеваться так, как хочет, а критиковать, ну, я не знаю, я бы не писала критику, Да. честно, от меня, Причем- а вы как хотите. Да, Леночка, вот причем вот ты правильно абсолютно говоришь по поводу того, что он актер замечательный. Он не только исполнитель, как певец, он еще и актер. Вот вы посмотрите, как он моментально входит в образ. У него же Да. каждая песня, я уже здесь говорила, что каждая песня у него как мини-спектакль. И он в каждой песне определенный образ несет. И вот он тут же разговаривает с публикой, шутит, общается. И как только слышит первые звуки очередной песни, он вот по щелчку буквально моментально он преображается и уже Да. входит в этот образ. Это Ну, вообще молодец, феноменальная, да. это на самом деле феноменальная способность. У него есть такая, не только вот я хочу сказать, что он талантлив, у него дар вот именно певческий такой, да, Мгм. вокальный, но он очень талантлив как актер, потому что он очень глубинно чувствует, он очень чувственный на самом деле, и он очень быстро зажигается. Это вот самое ценное в актере, когда он моментально зажигается и входит в предлагаемые обстоятельства. Вот, и поэтому я думаю, что... Откуда в нем Маша это? сначала получит у нас Грэмми, А, конечно, а ага. потом он и на Оскара будет целиться, я думаю. Да, я думаю, что это Вполне, на самом деле. Я хочу, чтобы Вполне. Голливуд, прям вот Голливуд плачет по нему, я прям считаю. Вот откуда в нем такая артистичность, такая манера, да, быстро переключаться и так далее? Как вы думаете, откуда? Наверное, это свойственно вообще молодому человеку? Вот вы же все-таки в театре работаете, вы актриса. Скажите, пожалуйста, это свойственно молодым людям? Вот так, это же с годами приходит этот опыт, переключаться с одной роли на другую. Как это можно, возможно? Это, понимаете, это не свойственно всем молодым людям, вообще это не свойственно всем людям, это свойственно только очень одаренным людям, которые действительно посвящают себя вот искусству
там театра, там, или, ну, искусство сцены, как скажем, да, ну, вот сцена, она, Вы знаете, певцы, актеры, мгм. вот эта сцена, она, ну, диктует свои определенные А там вы знаете, вот что интересно, когда я делала видео об СММ-Мучо, если вы помните, там совершенно Консуэла Веласкес, вот такая молодая девушка, придумала эту песню без самомуча. Вот казалось бы, да, насколько эмоциональна музыка, песня, а ей всего лишь 19 лет. Девочка молодая, такую придумала без самомуча, это же шедевр до сегодняшнего времени. Вы согласны со мной? абсолютно согласна. Мгм. Но это говорит, А вы знаете, именно эта девочка очень глубоко одарена внутренне. Она была очень чувствительна, очень тонка. И вот эти вот вибрации, она слышала, вибрации там такие космоса, так скажем, да, сверху же к нам все спускается, и вдохновение, Мгм. и талант, и дар, и способность преображаться вот в связи с этим. Поэтому, нет, знаете, вот я какое-то время преподавала у нас в институте мастерство актера. Мгм. И приходят вот абитуриенты, которые приходят поступать в театральный факультет. Среди них, вот, допустим, может быть, там из 500 человек, ну, может быть, человек 30 Мгм. набирается, с трудом никто набирается, таких вот именно, которые способны к этому, у которых есть способность и есть дар перевоплощения. Мгм. И вот именно такая вот внутренняя гибкость, такая, понимаете, вот инструмент, внутренний инструмент у актера, у того же певца, ну, у всех, кто находится на сцене, он должен быть очень гибким, очень эластичным, пластичным. Вы думаете, все-таки это как бы в крови у Димаша? Это вот эта артистичность, это музыкальность, это шедевриальность, можно сказать, да? Это же не просто так человеку дано. Почему я вспомнила ну, эту девочку? Мгм, вы понимаете, вот мы как-то ранее затронули тему, как Димаш вырос, да? мгм, Вот вырос он в такой семье, он с самых младенческих, скажем, такого младенческого возраста, он вырос в такой семье, где эмоции играют большую роль. То есть от дедушки, бабушки, от мамы, папы он понимал, что такое эмоции, что такое любовь. И вот, конечно, у такого человека оно и складывается раньше. Бывают дети, которые выросли без любви, им, конечно, трудно что-то выражать. А Димашу очень повезло, вы понимаете, очень повезло вырасти в такой любви. Вот эта любовь дала ему возможность так себя самовыражать. Вот от меня, честно, такое Хорошо. мнение. Мы уже эту мысль высказывали чуть ранее, вот в нашем Да. эфире. Мгм, Но это абсолютно правильно. Да. Вот я говорю же, когда в атмосфере любви растет ребенок, то он гармоничен во всем. мгм. Понимаете? Вот внутренняя гармония, с внешним миром гармония. Она как раз вот взращивается с пеленок именно вот в этой атмосфере, когда в семье такая атмосфера. А помимо этого, мне кажется, у него еще есть какой-то вот дар от родителей. Посмотрите, как поют мама с папой, да, песни. У папы какой-то вот даже такой мягкий, да, вот как он поет. Ну, я не знаю, это я не специалист, но чувствуется, он даже когда разговаривает, папа его, он разговаривает очень мягко. Он, во-первых, очень такой интеллигентный человек, он всегда знает, что говорит. Он говорит очень мягко, он очень вежливый человек. А мама какая голосистая, да, какую у нее, она вот просто вот может раз, и мне кажется, такие родители, конечно, Димаша передали ему самое главное, вот этот дар. У мамы сопрано вообще. Да, здесь генетика, конечно, сработала свою колоссальную роль, естественно. Генетика, думаете, сработала, да? Угу. Ну, Да. конечно, конечно. Мгм, Потому что Девочки, sorry, может быть, какого-то другого гостя возьмете в эфир, а я тогда выйду, чтобы еще кому-то можно было зайти к вам. я Как вот вы думаете? приглашаю, здесь периодически что-то отказываются люди. Ну, ничего Оказывается, страшного. боятся? Ребята, а что вы боитесь? У нас тепло, хорошо, как в семье Дирс. Что вы боитесь? Заходите, Да. пожалуйста.
Ну, наверное, давайте тогда, может быть, уже завершать будем, потому что мы сидим уже Может быть, да. 3 Мы уже часа, долго. 3 часа 15 минут. Ой, боже мой. Да, ну мы Ой, сейчас, боже мой. значит, договоримся Всё. с Леной, что следующий наш мост, телемост мы будем делать с Германией. Сейчас Ой, ну, Штутгартом. подождите, дайте мне с мыслями собраться. Нет, ну а что там с мыслями Ну, собираться? девочки, давайте это мы оставим на личную переписку, вы там Давайте, решите, хорошо. Да. Ага. поговорите на эту тему, ладно? В личном чате точно, потому что Конечно, здесь Ну, давайте мы не надо- будем. Хорошо. надо было подумать о датах. Да, вот Нина Юра нам пишет. Заканчиваем. Вы помните, как молодые родители Димаша пели нежную и задорную песню? Название не помню, но как это было изумительно. Мама Света очаровала всех, вот откуда и у сына талант. Да. Ой, а я тут на днях вспомнила Карагымай и еще вот Дударай. Это вообще что-то. Дударай, Мгм. А вы знаете, что его Ну, любимая ладно, песня? Вы Леночка, знаете его давай любимую? прощай, не споем песенку. Давайте, давайте. Какую? Какую? Давайте Мухаббет Дармавануш. Мухаббат Бирмаган. Мамма мия, слушайте, Мухаббат я Бирмаган. после двух стаканов вина не помню текст, но мы будем мяукать. У Давайте. меня текст лежит передо мной. А давайте мы включим. Жанара, вы сможете включить? Да, давайте. А я думала, вы хотите сами. Ну, давайте. Хорошо. А мы Хорошо. попоем. Хорошо. Мухаббат Бирмаган, да? А вот вы знаете, какая его самая любимая песня? Угадайте. Если вы угадаете, ну, тогда вы будете молодцы. Скажите, какая его любимая песня? Уматылмаз күн. Как? Уматылмаз күн. Нет, неправильно. А мне кажется, это у него самый любимый. Нет. Я почему вам говорю? Потому что ему задавали вопрос на интервью, и он ответил, прям вот сказал, что это моя самая любимая песня. Вы пока думайте, я пока поставлю, значит, песню Мухаббат Бирмаган. У меня мозги уже не работают. Так, Димаш Мухаббат Бирмаган. Вы знаете, да, что такое Мухаббат Бирмаган? Это значит «дай мне любовь», да? Да. Ага, так. Все, начинаем. ағай ұялы телефондарыңызды шығарсаңыздар бола ма? Бәріңіз қане. Жан жүдеп жабырқап болмайды, ай қоқса аспандағы, сен мені биіктен сұрайма, тағдырды басқанда, махаббат бермаған тағдыр, махаббат бермаған тағдыр, жүректі қозғаған, жанымды жалғап өзіңмен бастаған. Махаббат бермаған тағдыр, махаббат бермаған, ешқашан ешкімде ешкез болмаған. Бұл өмір арманнан тұрады, қол жетпес асқақ бірлік. Красивая песня. Жан қосқан сан мәрте құладым, сан мәрте асқақтадым. Махаббат бермаған тағдыр, махаббат бермаған тағдыр, жүректе қозғаған, жанымды жалын ұрар,
üzülmeymezden Mahabbet etmeden bakar Mahabbet etmeden Yeş kaşan yeşkin yeşkiniz olmağar Да. Я сама увлеклась. Я смотрю, просто Лена вышла с эфира. Она вылетела, что-то там у нее, видимо, с интернетом. Хорошо, тогда, ладно. Ну что, я хочу, давайте подытожим тогда наш сегодняшний с вами разговор. Я просто очень рада, очень счастлива знакомству с вами. Спасибо. Да, и что у нас сегодня получился, по-моему, очень теплый и очень такой довольно глубокий, такой разносторонний, да, разговор о Димаше, и серьезный, и пошутили мы, и даже песни спели. В общем, спасибо вам огромное вот за эту теплую атмосферу, которую вот мы создали у нас. Мы все создали эту теплую атмосферу. И которые дерзко к нам присоединились. Всем огромное спасибо, что вы были с нами. Это был наш первый опыт. Где-то, может быть, если что-то было не так, извините, пожалуйста. Нет, все было так. Это с моей стороны было не так. Да, это у меня здесь что-то. Ничего не да, это мы впервые же. Теперь вот уже будем знать, как это делается. Я тоже хотела бы со своей стороны поблагодарить вас. Спасибо большое, что вы сразу же откликнулись на мою просьбу, потому что я чувствую, что вот подошел такой этап, когда надо уже говорить о Димаше. Надо не просто говорить, а надо уже общаться. Надо, чтобы было какое-то, знаете, общение. Да. Вот. И я думаю, что мы продолжим наши такие большие телемосты. Это на самом деле большой телемост между двумя странами. Вот. Еще раз благодарю вас. Большое спасибо. Присоединяйтесь к нашему каналу, дорогие подписчики уже знают, дорогие зрители. Мы в Сан-Франциско. Присоединяйтесь, пожалуйста. Я очень вас прошу, потому что многие просто просматривают канал и уходят. А вы именно подписывайтесь, потому что в следующий раз я расскажу вам о том, какая самая любимая песня, какую любит Димаш песню, его самая любимая песня. Я напишу об этом, такое вот, я сделаю видео об этом. Ну все, на ноте интриги я завершаю, как бы, интригую своих зрителей, своих подписчиков. На этом завершаем. Спасибо вам большое. Большой привет вашей сестре, пусть она выздоравливает. Спасибо большое, Жанна. Вы тоже своей сестре передавайте привет. Спасибо большое, спасибо. И маме тоже привет. Хорошо. И папе. Спасибо большое. Вам тоже большой привет всем вашим родственникам в Сан-Франциско. Приезжайте к нам в Америку, в Сан-Франциско. Будем встречать, будем разговаривать, будем общаться. У нас здесь большой фан-клуб. Вот. Хорошо? Ну, надеюсь, воочию мы встретимся очень скоро. Все равно эта пандемия пройдет. Мы встретимся на концертах, на живых концертах Димаша. Так что до встречи, дорогие друзья, на концертах Димаша. Да, это все точно. Встретимся, обнимемся и будем балдеть. Это здорово, да, на самом деле. До встречи на живых концертах. Всего хорошего вам. До свидания. До свидания. До свидания всем. Пока-пока. Спасибо, что были с нами. До свидания. До встречи на живых концертах. Всего хорошего вам. Ну все, дорогие зрители, мы завершили наш телемост между Башкортостаном, городом Уфой и Америкой, Сан-Франциско. Я думаю, вам очень понравилось, потому что наше сегодняшнее большое мероприятие, оно было в необычной форме. Если вам это интересна, такая форма проведения таких мероприятий, напишите, пожалуйста, ваше мнение. Может быть, мы какие-то технические характеристики новые подключим, потому что говорят, обещают, что на YouTube скоро будет такое сообщество, общение между людьми, это будет Clubhouse скоро, вот обещают буквально, говорят, на американском YouTube это уже есть,
когда люди могут общаться одновременно и видеть друг друга в экране. Так, спасибо вам также, Гуляем Длимова, спасибо, Ольга Иванова, спасибо, Нурайна Сисенгалиева, важная песня в его жизни, визитная карточка, дайте дау. Да, Рахмет Саздие, Рахмет, Арнат 17, то ли Ген написал, Рахмет, Кардинал Ред, до свидания, Людмила, я уже прочитала, что Людмила не очень верно, вы очень верно подметили, что Димаш не по годам умный, добрый, все в нем очень чистый человек, да. Луч света, до свидания, спасибо. Луч света, да, спасибо вам также. Гуляем Длимова, спасибо, Гуляем. Спасибо Ольге Иванове, спасибо Язер Мухаммади, Ясер Мухаммади. У нас и арабская, так скажем, с арабских стран к нам сейчас присоединились. Спасибо Наризет Карнерио, спасибо Людмила, Нур Айна Сисенгалиева, Тереза Айон, Гуляйша Имангалиева, Гуляим Длимова, и Тереза, Марина Антощенко. Спасибо вам большое, Марина Антощенко. Марина с Украины, я знаю. Вита Варгас и многие-многие другие. Кардинал Ред. Спасибо вам большое, что вы присутствовали сегодня на нашем телемосту, на нашем лайвстриме. Я хочу завершить сегодняшнюю нашу передачу. До новых встреч, дорогие друзья. Не забывайте подписываться, пожалуйста. Это очень важно для нас. Приглашайте, пожалуйста, ваших друзей. Подписывайтесь. И я думаю, что наше сообщество должно расширяться. Да? Наше сообщество, нашего фан-клуба «Мы в Сан-Франциско». Всего, до свидания. До новых встреч. До свидания. Мы тоже будем ждать Грэмми. Мы будем ждать Грэмми. Как только появятся результаты, я сразу сделаю видео. Будем поздравлять друг друга. Всего хорошего. До свидания.